Не все любят рано вставать. Желание подольше поспать пересиливает все благие намерения. Но, надеюсь, опыт богатых и знаменитых поможет научиться просыпаться пораньше, при этом стать намного успешнее и продуктивнее. Как они это делают? Гений Илон Маск, звезда боевиков Дуэйн Джонсон и даже красавица Дженнифер Энистон делают это. Они встают очень рано и начинают день с пользой. Статистика такова: 90% людей, занимающих важные посты в компаниях мирового уровня, просыпаются до 6 утра. Половина из них сразу приступает к работе, а вторая посвящает пару часов себе. Успешные люди завтракают в спокойной обстановке, тренируются, читают и медитируют. Что еще любят делать по утрам звезды? Даже в выходные дни будильник генерального директора Apple срабатывает ровно в 3:45. День Тим Кук начинает с чашечки кофе, рабочей переписки и спортзала. И только потом приступает к работе. Должно быть, он и правда так ее любит, раз каждый день не ленится приезжать туда одним из первых. День скалы начинается в 4 утра. Чтобы поддерживать такую шикарную форму, актеру нужно много тренироваться. Он любит это делать с самого утра. И это приносит хорошие результаты. Дуэйн Джонсон предпочитает начинать свой день с первыми лучами солнца, потому что именно в это время наступает необходимый прилив мотивации для достижения грандиозных результатов. Именно тишина раннего утра помогает ему использовать свой потенциал на полную мощность. Я просыпаюсь в 4 утра и выпиваю чашечку кофе. Первый час после пробуждения – это магический час. Еще все спят, никто тебя не тревожит, и ты можешь сфокусироваться на том, что тебе нужно сделать. Разослать письма и другие подобные вещи. Потом в 4:30-4:45 я начинаю делать кардио. Затем я завтракаю. После у меня силовая тренировка около часа. Далее у меня съемки. Глава часовой компании Жан-Клод Бивер рассказывал, что получил приглашение явиться на собеседование в компанию Омега в 5 часов утра. Во время интервью Жан-Клод поинтересовался, почему его попросили прийти так рано. Интервьюер ответил: «Я начинаю работу в 5 часов утра, на 3 часа раньше других. Я работаю, когда все еще спят. Тем самым у меня есть преимущество. Ты успеваешь сделать намного больше, чем твои конкуренты». Дженнифер Энистон во время отпуска и на выходных позволяет себе поваляться в кровати до 9 утра, но в остальные дни встает строго в 4:30. Проснуться ей помогает теплая вода с лимоном, которую Дженнифер выпивает до завтрака. Потом банные процедуры и медитация. Также Энистон посвящает время занятий йогой, а потом идет на интервальную тренировку в спортзал. Довольно насыщенное утро. С популярного кофе Starbucks начинают утро миллионы людей по всему миру. Любит его выпить и топ-менеджер компании Говард Шульц. Но чашка кофе не первое, что ему нужно утром. Говард встает в 4:30 и отправляется на прогулку со своими собаками. У Шульца 3 питомца. Такая прогулка очень бодрит. После чего он закрепляет результат в спортзале. И только без 15:06 на столе Говарда появляется дымящийся ароматный напиток, он готовит его сам и пьет вместе с женой. По признанию одного из самых успешных предпринимателей в мире, Илон Маск никогда не спит больше 6 часов. День Илона начинается в 7. Сначала он отвечает на самые важные письма по работе, потом позволяет себе насладиться чашечкой кофе и принимает душ. Маск не забывает и об отцовских обязанностях. Он успевает отправить своих детей на уроки и лишь потом идет работать сам. Успешные люди понимают, как функционирует их мозг, и используют эти преимущества для улучшения своей концентрации и продуктивности. При пробуждении до 5 часов утра твой мозг находится в состоянии глубокого и основательного обучения и полностью сконцентрирован, но при этом находится в максимально расслабленном состоянии. Также, когда ты просыпаешься, твое подсознание наиболее восприимчиво и впитывает всю внешнюю информацию как губка. Это играет большую роль в определении настроя на весь день. Поэтому успешные люди занимаются медитацией и слушают аффирмации после пробуждения. Наоборот, если как только проснешься, ты сразу берешь в руки телефон и листаешь социальные сети, ты подвергаешь свой мозг негативному воздействию и снижаешь свою концентрацию и продуктивность. Медитация помогает вернуть концентрацию. Это своего рода умственное упражнение. Успешные люди осознанно выбирают свой настрой на день и остаются позитивными и сфокусированными. Они ложатся спать рано и используют первые часы утра для своего развития. Все это превращается в их ежедневную утреннюю привычку.
С 10 часов вечера до 2 часов ночи наступает активная фаза глубокого сна, которая максимально эффективно восстанавливает силы. В этот период организм вырабатывает большое количество мелатонина. После 2 часов ночи качество сна резко снижается, и организм уже не восстанавливается полностью. Поэтому важно просыпаться заряженным. Важен не длительный сон, а как крепко и качественно ты спишь. Нужно, чтобы твой разум был готов к следующему дню. Распоряжайся грамотно своим вечерним временем. Почитай книгу перед сном, но проведи вечер без телефона. Многие из нас думают о делах перед сном, лежа в постели. Наш мозг стремится переключиться с проблем на какие-то другие мысли, а мы не позволяем ему это сделать, концентрируясь на том, что нас беспокоит. Постепенно нарастает тревога, сожаление, другие неприятные эмоции, вызывающие выброс адреналина, мешающего заснуть. Смоделируй перед сном свое идеальное утро. Также совершай аффирмации. Аффирмации – это мощные слова, которые помогут тебе просыпаться по утрам с нужным настроем. Ведь наша последняя мысль перед сном – это первая, когда мы просыпаемся. И самое важное, ты должен найти свое «почему». Почему ты хочешь рано вставать? В этом случае ты не ищешь причин оставаться в постели и с нетерпением ждешь предстоящего дня. Ты должен встать рано, неважно, холодно там или нет, и делать то, что ты бы обычно делать не стал. Делая одни и те же вещи, не жди разных результатов. Если ты хочешь совсем иной результат, ты должен изменить свои действия. Встань в 5 утра хотя бы раз и иди на пробежку. Всего один день, и ты увидишь, как ты себя будешь чувствовать, когда бегаешь в 5 утра, в то время как твои соседи еще спят. Или идти бегать, когда все вокруг говорят: «Нет, там холодно, мне неудобно, я не пойду». А ты идешь и делаешь это. Ты почувствуешь, что ты живешь. Это, возможно, неприятно и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя. Никто не хочет вставать в 5 утра и идти бегать, когда еще темно, но это необходимо. Лень погубит тебя. Если бы ты мог управлять своей ленью, как бы выглядела твоя жизнь? Начни прямо сейчас. Идея сама себя не воплотит. Именно ты должен сделать это прямо сейчас. Сделай первый шаг к воплощению своих идей. Напишите в комментариях, как вы относитесь к раннему подъему, и напишите, во сколько встаете вы.